Как ураган может повлиять на ваше круизное путешествие? Сезон ураганов – это важная вещь, о которой нужно знать во время путешествия, поэтому вот как это может повлиять на ваш круизный отпуск по-разному. Ураганы могут быть разрушительными, катастрофическими штормами не только для всех, кто живет в районах, подверженных штормам, но также для отелей, курортов и, конечно же, круизных лайнеров. Итак, как ураган может повлиять на ваш круиз и что вы можете сделать, чтобы защитить себя и свой отпуск? Ураганы потенциально могут образовываться в любое время года при подходящих океанических условиях. Однако типичный сезон ураганов в Североатлантическом бассейне длится с 1 июня по 30 ноября, с пиком образования и интенсивности штормов с середины августа до конца сентября. В бассейне восточной части Тихого океана сезон ураганов длится с 15 мая по 30 ноября, причем пиковый период приходится на август и сентябрь, аналогичный пику в Атлантике. Как ураганы влияют на круизы? Первоочередной задачей каждой круизной линии является безопасность и комфорт гостей, экипажа и судов. Все круизные компании работают в тесном сотрудничестве с метеорологами и прогнозистами штормов для получения последних обновлений и прогнозов, основанных на самых точных данных. Хотя цель круизной линии – как можно меньше нарушать работу, обычно можно без колебаний изменить или скорректировать круизы по мере необходимости, чтобы обеспечить надлежащую безопасность и уберечь пассажиров, экипаж и суда от пути урагана. Хотя точные изменения, которые круизная линия может внести в любой круиз, будут зависеть от широкого спектра факторов, и каждый шторм индивидуален, типичные воздействия, которые ураган может оказать на круиз, могут включать изменения в маршруте. В зависимости от точного маршрута судна и того, как порты захода и пути следования могут быть затронуты ураганом, круизная линия может изменить только один порт захода или может сместить весь маршрут, например, перейти с восточного карибского рейса на западное карибское путешествие. Единственный порт может быть отменен, или могут быть заменены альтернативные порты, чтобы предоставить гостям более безопасные возможности для отдыха. Круизные линии могут продолжать изменять маршруты после окончания шторма, если запланированные порты захода не считаются безопасными для посещения пассажирами. Если это произойдет, пассажирам, как правило, будут возвращены деньги за любые береговые туры круизной линии, которые они уже забронировали в порты, которые больше не будут посещаться. Если порт полностью закрывается, пассажирам может быть предложена некоторая компенсация в виде бортового кредита, но такая компенсация не требуется, и ее не следует ожидать. Пассажиры могут отменить круиз до изменения рейса и запросить возврат средств, но такой возврат не может быть гарантирован. Во время круизного путешествия могут произойти сокращение или увеличение продолжительности круиза. Круизная линия может либо сократить, либо удлинить круизы по мере необходимости в ожидании шторма, чтобы судно могло безопасно перемещаться по порту. Обычно это происходит, если затронут порт посадки и высадки, а не порт захода. Изменение может занять всего несколько часов или несколько дней, в зависимости от силы шторма, места его отслеживания и того, какой ущерб может или не может быть нанесен портовым сооружением. Если это произойдет, на борту лайнера по-прежнему будут предлагаться мероприятия для продолжительных круизов, и с пассажиров не будет взиматься дополнительная плата за более длительный круиз, хотя чаевые, плата за бар и другие дополнительные расходы могут по-прежнему действовать. В случае укороченного круиза пассажирам обычно предлагается пропорциональная компенсация за время, которое у них больше не будет на корабле, а также им может быть предложен кредит на будущий круиз. Круизная линия может предложить помощь путешественникам, которым необходимо изменить планы поездки до или после круиза, чтобы учесть новые даты и время посадки и высадки. Но такая помощь не гарантируется, особенно при очень небольших изменениях.
Если изменение является значительным, обычно доступна дополнительная помощь. Если порт посадки или высадки серьезно поврежден, небезопасен и не сможет обслуживать круизное судно в течение нескольких дней, возможно, что круизное судно может вернуться в порт приписки, отличное от первоначального порта, из которого оно вышло, что означает, бортовые пассажиры будут высаживаться на новом месте. В зависимости от того, где расположены круизные порты, а также от того, как следующий маршрут может или не может быть затронут, прибывающим пассажирам может потребоваться добраться до нового порта посадки, чтобы сесть на судно, или же судно может быть возвращено в исходное положение, в порт для посадки. Если это произойдет, круизные линии обычно предлагают помощь высадившимся пассажирам, чтобы они либо вернулись в исходный порт, либо скорректировали свои планы путешествия в новое место после круиза, чтобы они могли безопасно вернуться домой после круиза. Прибывающие пассажиры также могут обратиться за помощью, чтобы добраться до круизного лайнера, если это необходимо. Отправка отменена круиза. При необходимости круизные компании отменят все рейсы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и членов экипажа во время урагана. Хотя никто не хочет пропустить свой отпуск, гораздо важнее оставаться в безопасности во время шторма, чем рисковать катастрофическими последствиями. Если это произойдет, круизные линии уведомят пассажиров об отмене как можно раньше, и будет произведен полный возврат средств. Пассажиры также могут получить дополнительную компенсацию за разочарование, например, кредит на будущее бронирование. Хотя дополнительной компенсации не гарантируется и не следует ожидать. Условия и детали любой дополнительной компенсации могут отличаться, и любые предлагаемые кредиты обычно основаны на тарифе отмененного бронирования. Независимо от того, какие действия круизная линия может предпринять для защиты своих пассажиров и экипажа во время урагана, она свяжется с пассажирами и обновит их как можно быстрее. Важно, чтобы пассажиры всегда предоставляли наиболее удобную и точную контактную информацию круизной линии, чтобы они могли сразу же получать эти уведомления. Пассажирам, которые забронировали круиз через турагента, все равно следует предоставить контактную информацию непосредственно круизной линии, а также своему турагенту. Большинство круизных линий также имеют активные учетные записи в социальных сетях и могут открывать специальные номера телефонов для оповещения или отправки текстовых сообщений, чтобы быстро делиться обновлениями. Обеспокоенные пассажиры могут проверить эти обновления или связаться с круизной линией напрямую для получения дополнительной информации, если они опасаются, что их круиз может пострадать от урагана. Сведение к минимуму рисков ураганов. Может быть страшно, когда ураган может угрожать вашему круизу, но есть способы минимизировать риск нарушения ваших планов путешествий. Во-первых, подумайте о бронировании круизов за пределами более активного сезона ураганов. Если вы можете спланировать круиз только летом, когда риски ураганов, естественно, выше, выбирайте даты в начале сезона, когда штормов обычно меньше и они слабее. Рассматривайте круизные направления с меньшей вероятностью, такие как круиз по Аляске, плавание под парусом по Средиземному морю или посещение Мексиканской ривьеры, где риски сильных штормов обычно ниже. Также изучите свои варианты страхования круиза и то, как каждый полис может покрывать или не покрывать ураганы, а также помогает с другими дорожными расходами, такими как изменение планов полета или бронирование отелей, если на круиз повлиял шторм. Наконец, если разразится шторм, будьте в курсе круизной линии, а также любых авиакомпаний или отелей, и будьте гибкими со своими планами и ожиданиями в отношении безопасности вашего отпуска. Ни один круиз, каким бы потрясающим он ни был, не стоит опасностей, и понимание того, как ураганы могут повлиять на ваш круиз, может помочь вам подготовиться, если шторм действительно станет проблемой.